Всем картавый привет, друзья, с вами снова Паша Фриман. И в сегодняшнем обзоре речь пойдет о премиумном шведском истребителе танков SAF 2012-48, который находится на боевом рейтинге 3,7. Покупка которого даст вам ранний доступ к тесту шведов в патче 1.97, а также другие бонусы в виде 1000 голды и 7 дней премиум аккаунта. И по классике мы начнем с характеристик данной машины. Первым под обзор попадает у нас броня, а точнее ее отсутствие. Самая толстая часть корпуса это лоб, и он имеет всего 30 мм брони. По всем остальным сторонам толщина брони всего 15 мм. Это означает, что нас спокойно может расстрелять любой противник, в том числе из крупнокалиберного пулемета. Также у нас нет крыши, и рубка благодаря этому остается без защиты. Так что атаки с воздуха, артобстрелы и взрывы бомб также являются большой проблемой. В общем, выживаемость SAF 2012-48 достаточно мала. Хотя и бывают моменты, когда снаряды, выпущенные по нам, просто проходят насквозь, не задевая важных элементов. Но такое бывает, к сожалению, не всегда. И можно считать, что это будет вашей удачей. Далее хочу отметить отличную подвижность. Двигатель мощностью 400 лошадиных сил при массе танка в 20 тонн дает нам 20 лошадиных сил на тонну удельной мощности. Это позволяет нам быстро разгоняться до максимальной скорости в 48 км в час, а также быстро заезжать на холмы и хорошо разворачиваться на месте. Задний ход также нас не подкачал и равен 18 км в час, то бишь уехать от атаки противника не составит труда. Если вам не выбили трансмиссию или механика водителя, конечно же. Ну и самое главное, как я считаю, в этом истребителе танков, это его орудие. 120 мм пушка с механизмом заряжания на 6 снарядов. Перезарядка боеукладки первой очереди составляет всего 1,2 секунды между выстрелами. То есть первые 6 выстрелов у нас идут почти как с пулемета. Далее, конечно, идет достаточно долгая перезарядка механизма заряжания, поэтому желательно считать выстрелы, чтобы не попасть в ситуацию, когда на вас будет выезжать противник, а вы в это время будете выполнять механизм заряжания. Баллистика орудия не самая приятная, поэтому, возможно, потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к стрельбе и выбору упреждения. Скорость поворота орудия равна 15 градусов в секунду. Горизонтальные углы также неплохие, равны 15 градусам влево и вправо. А углы вертикального наведения равны от минус 10 до плюс 25 градусов, что дает нам возможность стрелять из-за холмов и скалок местности. Ну и снаряды у нас тоже серьезные. Пробитие каберного снаряда с 500 метров равно 89 мм, а взрывчатки целых 890 грамм, что в 3,5 раза больше, чем в снарядах от ИСа 2. Соответственно, при пробитии почти никто не выживает, хотя и случаются моменты, когда приходится стрелять по 2, 3, а то и 4 раза в один танк. Но тут уже как захочет тундра. Но в целом проблем не возникает. Исключение составляют боевые рейтинги 4.3 и 4.7, на которые нас может кинуть. Там уже встречаются КВ-1, Шерманы и Черчилли. В общем, техника, которую даже вплотную будет тяжело пробивать. И переходя к геймплею, я хочу сказать, что по моему опыту лучше играть активно, то есть объезжать противника с борта и проводить массовый расстрел, а также захватывать точки. Так как в борт по сути убивается любой танк, который может нам попасться, даже если вы будете внизу списка. Можно, конечно, работать и с расстояния, и это даже приветствуется, так как если вас обнаружат, то скорее всего отправят моментально в ангар. Но в таком случае пробить и выцелить уязвимые зоны танков врага будет проблематично, учитывая не очень большой пробой и не самую лучшую баллистику. Зато попыток пробить у вас будет предостаточно благодаря автомату заряжания на 6 выстрелов. Самое лучшее это когда вы, используя свою отличную подвижность, объезжаете врага и начинаете его поливать градом 120 мм снарядов из укрытия. Даже если врагов будет несколько, то справиться в таком случае с ними проблем не составит. Главное знать, куда и кому стрелять, поэтому изучайте расположение модулей танков, а именно расположение боеукладки и наводчика. Ну или на крайняк выбивайте орудие, а потом объезжайте врага и расстреливайте его в борт. Конечно, попадая под обстрел, лучше всего будет поменять позицию, или вообще уехать по возможности куда подальше. Благо у нас имеется один отстрел дымовых гранат. Но обращайте внимание на то, что они довольно далеко отстреливаются и взводятся только на земле. 3 члена экипажа также не способствуют выживаемости. Выбивание одного из них еще как-то можно пережить, а вот 2 уже, к сожалению, нет. Также в качестве бонуса можно отметить возможность выехать в одном бою 3 раза, по крайней мере на момент записи этого видео. Возможно, при выходе патча 1.97 и ввода шведов эту фичу могут убрать и оставят один выезд. Еще отмечу тот факт, что SAF 2012-48 неплохо так фармит серебро и опыт, поэтому я считаю его отличным выбором для начала прокачки шведов. И опыта заработаете, экипаж прокачаете и серебра поднимете. И подводя итог, я могу сказать, что данная техника подойдет для любителей активного геймплея и неожиданных атак. Опять же, можно применять ее и с расстояния, но на мой взгляд это не так будет эффективно.
Лучше всего захватить точку, отъехать на безопасное расстояние и обстрелять врага в борт. Конечно, берегитесь авиации. Если она вас заметит, то считайте, все пропало. Я могу даже сказать, что САВ 2012-48 на данный момент является имбой, во всяком случае в грамотных руках. Своим мнением можете делиться в комментариях, что вы думаете по поводу этой машины. Мне будет интересно почитать. В целом, я рекомендую для покупки данную технику. Также, если видео вам понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео и стримы. А также напоминаю, что у меня есть группа ВКонтакте, Инстаграм, Twitch канал и Discord. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а с вами был Паша Фриман, всем удачи и хорошего рандома, пока-пока, друзья.